Как оно часто и бывает, интересные новости пришли оттуда, откуда не ждали. И совершенно внезапно Ренан Гальвани в своем твиттер-аккаунте поделился занимательной информацией касательно eFootball 2022. В частности, о приблизительной дате релиза версии 1.0.0, а также, что самое главное, геймплее, который претерпит значительные изменения. Обо всем этом и не только мы поговорим в рамках сегодняшнего ролика. Приветствую вас на канале Realistic PES, и перед тем, как мы приступим к нашим новостям, убедительная просьба поддержать этот ролик большим пальцем вверх, поскольку в последнее время статистика роликов зависит именно от вашей активности. Вам не трудно, и заодно вы очень сильно поможете каналу. Подписывайтесь, если находитесь здесь впервые, и прожимайте колокольчик для уведомлений. Согласно информации Гальвани, которая по большей части сходится с информацией от блогера Showbiz, релиз версии 1.0.0 состоится в апреле, а не в марте, как мы ждали этого ранее. На то есть несколько причин. Например, именно в апреле начинается так называемый финансовый год, и с точки зрения экономики это отчасти оправданное решение. Ну а также в качестве одной из причин упоминается геймплей, который, по словам блогеров, претерпит значительные изменения. Вы помните, как некоторые в комментариях защищали eFootball 2022 со словами «Вам нужно научиться в нее играть». Ну так вот, забудьте про этот тезис, поскольку обновленный геймплей будет представлять из себя этакую смесь геймплейных механик eFootball 2022 и PES 2021. Именно так, игровой процесс нового проекта из новой серии, которая, по словам разработчикам, никак не связана с предыдущей, будет иметь конкретные геймплейные механики из этой самой предыдущей игры. И знаете, эти новости действительно вызывают неоднозначное впечатление, ведь с одной стороны есть шанс, что нынешний геймплей станет намного более играбелен и приветлив, как для новичков, так уже для матерых фанатов футсимов. А с другой, мы ждали несколько лет, чтобы по итогу получить игру, которая по большей части имеет множество контента из предыдущих частей серии, а именно кат-сцены, анимации, а теперь еще и частичку геймплея. То есть что мы ждали так много времени? И не проще было бы в таком случае действительно выкатить какой-нибудь сезонный апдейт для всех актуальных платформ, вместо того, чтобы удалять 21-ю часть из цифровых магазинов. В общем, как справедливо отмечали в комментариях под одним из роликов, Konami и логика – вещь несовместимые. Понять трудно, поэтому мы и не пытаемся. Что же касаемо даты релиза, то в последнее время ходило множество слухов о том, что релиз обновления 1.0.0 придется ждать не раньше середины апреля. В связи с этим были опасения, что и вовсе придется ждать до мая, но благо чуть меньше. И теперь это даже подкрепили соответствующими причинами и фактами. А поэтому вероятность того, что обновление выйдет именно в апреле, высока как никогда. И теперь было бы интересно получить хоть какую-то реакцию от Konami, послушать, как они назовут подобное преображение в геймплее и обоснуют ли это дело вообще. В любом случае, вещи с eFootball 2022 происходят действительно занимательные. И следить за всем этим цирком реально интересно, согласитесь. Итак, дорогие друзья, очень интересно узнать, что вы думаете по всему этому поводу, поэтому обязательно отпишите в комментариях. По возможности постараюсь прочесть все, ну а самый интересный или конструктивный комментарий я закреплю под роликом. Не забывайте поддерживать видео лайком и подписывайтесь на канал, если вы здесь впервые. Всех благодарю за просмотр и желаю удачи. До встречи в следующих роликах на канале Realistic PES. Всем пока!